Всем привет, ребятушки! Сегодня очередной выпуск передачи «Путь в IT», а в гостях у нас арт-директор одной из крупнейших IT-компаний Sigma Software Артем. Артем, привет! Привет. Ну, сразу, сходу, сегодня и уже много лет ты арт-директор одной из крупнейших IT-компаний международной, Sigma Software. И давай начнем издалека, расскажи, с чего ты начинал по ходу пьесы и до чего ты дошел сейчас. Я работаю вместе с Сигмой уже с 2006 года. Это достаточно давно, а попал я туда совершенно не дизайнером, как бы так оказалось. Я поступил в Каразино на геофак. Думал, что там будет у меня гитара, костер, походы, будет весело. А оказалось слишком много физики, химии, математики, сопромата и тому подобного. Вот. Но в ходе выполнения своих курсовых и дипломных мне пришлось рисовать карты. Карты, топографические карты и карты разрезов скважин. Ну, так как я рисовать не умел от руки, мне пришлось изучить пару компьютерных программ и нарисовать эти карты, собственно. В Paint рисовал, наверное. Ну, не в Paint, это был Corel, по-моему, если я не ошибаюсь. Потом дошло все до GIS-систем. И, в общем-то, мои знания по работе с прикладными графическими пакетами усилились. После этого я закончил университет, пошел работать, как обычно, не по специальности, но по менеджменту. Что-то подумал, что мне не хватает менеджмента, и опять поступил в магистратуру, закончил экономфак уже в Каразино. И после этого долго занимался менеджментом, управлением людьми, командами и так далее. А потом я попал в интернет-проект. В этом интернет-проекте был как руководитель. Ну и, собственно, как руководитель занимался разными делами, в том числе микропрограммированием и рисованием. И на тот момент я изучил технологию Adobe Flash и рисовал на флеше. То есть я делал какие-то анимационные ролики, там, баннеры и так далее. И после этого как раз у компании, которая сейчас называется Sigma Software, была потребность в таком специалисте, и мы начали работать вместе. Вот так вот я пришел в компанию и сказал, что я граф-дизайнер. Мой руководитель на это посмотрел, сказал: ну да, вижу, что ты дизайнер, надеюсь, в менеджменте у нас все получится. И где-то вот через 3-4 года я стал руководителем департамента дизайнеров и начал его развитие. И мы, в общем-то, там с 2 человек развивались, и уже, не знаю, у нас больше 60 человек уже. Исходя из того, что ты на менеджмент сначала шел, дизайнерами рождаются или становятся? Вот ты стал дизайнером или у тебя где-то что-то было, и ты это открыл в себе? Ты знаешь, рождаются, наверное, художниками прежде всего. Дизайнерами становятся, потому что дизайн и искусство — это, по сути, разные вещи. Дизайн — это такая, знаешь, инженерная прикладная специальность, с помощью которой ты решаешь задачи. Ты никак не самовыражаешься, не хочешь ничего этому миру сказать. Ты решаешь чьи-то бытовые нужды, чтобы все работало или классно выглядело. Ты арт-директор. Что, в принципе, эта должность означает и что входит в твои повседневные обязанности? Ну, наверное, чтобы было понятно, кто такой арт-директор, это тренер сборной по футболу. То есть человек, который не занимается зарплатами игроков, разбирательством каким-то внутренним, а подбирает правильных ребят на правильные позиции в точке поля для того, чтобы они работали или играли эффективно. То есть правильного человека поставить в правильное место и дать возможность этому человеку выполнять свою работу, свое задание. То есть я не придумываю какие-либо идеи и там генерирую их: ребята, давайте сделаем вот так.
Я даю возможность ребятам самим придумать что-то. Просто я отбираю те или иные идеи, говорю, вот это будет работать, это не будет работать, это хорошо, это плохо. Просто на уровне своего опыта помогаю им сделать их работу качественно и правильно. Мгм. Ну, ты как-нибудь собственноручно разрабатываешь дизайн, или ты в основном, точнее не в основном, а вся твоя деятельность направлена на помощь и развитие ребят, которые находятся в твоем отделе? Нет, конечно же, руки чешутся, и самому хочется что-то сделать, и я обязательно делаю. Я делаю много для компании Sigma Software, то есть обращаю большое внимание на то, как мы представлены, наши маркетинговые материалы, то есть вот там я сосредоточен. И я работаю, наверное, с самыми проблемными клиентами, которые есть у компании Sigma Software. Там, где ребята не всегда могут справиться. То есть мне приходится приходить на помощь. И, наверное, я везунчик. У меня получается. А для тех, кто еще не знает, давай расскажи, пожалуйста, что означают эти две пары букв, чем отличаются вообще, что такое UI и что такое UX. Я объясню опять же на примере. Давай. Возьмем молоток. Вот есть молоток, которым можно отбивать мясо. Это такой молоточек, и там зазубринки такие есть. И дадим тебе этот молоток и гвоздь, и скажем, чувак, забей. И ты пытаешься забить гвоздь. Из-за того, что там вот эти вот такие рифленые грани, у тебя не получается забить гвоздь. А тот же молоток обычный дадим повару, он скажет, он плохо отбивает. Вроде как молоток, но область использования этого молотка, она разная. И для каждой задачи нужен свой молоток. Так вот, UI – это молоток, а UX – это то, как мы этим молотком пользуемся, в каких условиях, для какой цели. Поэтому UI, собственно, это инструмент, которым мы добиваемся выполнения каких-то действий. А UX – это пользовательский опыт, то есть как человек этим пользуется. В прикладном дизайне получается, что один человек классно рисует, и он может нарисовать там эти кнопочки, и, как их сделать красиво. А другой человек не умеет рисовать кнопочки, но знает, куда их поставить. Вот в чем маленький нюанс. Вот это такой тонкий нюанс. Бывает человек, который, он все понимает, как куда что расставить, но он рисует некрасиво. Опять же некрасиво, потому что не трендово, или он там, у него нет насмотренности, но у него есть понимание, что кнопка должна быть вот в этом месте. Причем понимание, где находится тот или иной элемент интерфейса, это должно быть всему объяснение, почему это находится здесь, почему кнопка справа, а не слева. То есть, и человек, который может объяснить, почему там она находится, это человек UX-ер. А что самое интересное, что этот человек должен уметь, собственно, убедить другого человека, что он прав. А у дизайнера, как правило, редко так происходит. Он рисует, нарисовал, ему говорят, ой, нет, плохо, он говорит, перерисую. Почему UI и UX важны для продукта и точно ли без них никуда? Ну, без них точно никуда. Слава богу, это начали понимать в последнее время, потому что, знаешь, как веб, ну и мобайл, он все-таки эволюционировал. То есть сначала все хотели иметь сайты, потом все хотели иметь приложения, а сейчас все хотят, чтобы эти сайты и приложения начинали, собственно, приносить прибыль или выполнять ту функцию, которую ради чего они делались. И люди начинают понимать, что сайт есть, приложение есть, а людей там нет. И никто этим не пользуется. То есть начинают уже думать, а что же не так? А не так, потому что не удовлетворены пользователи, сделано не так, как хотели пользователи, им неудобно. И вот здесь правильные предприниматели или стартаперы, которые делают свои продукты, они уже начинают об этом думать. Я вот на своем курсе в Sigma университете, который веду про UI UX для предпринимателей, как раз ребят знакомлю с тем, что именно UX это самое важное в их продукте. Там очень много проблем с этим связано, потому что это дополнительная работа, которая стоит денег. Но если ее упустить, то придется переделывать, а переделывать будет сложнее и дороже. Вот. И да нет, самое важное, в общем-то.
А это с точки зрения UX, а UI это внешний вид. Мгм. Как говорят, встречают по одежке. То есть ты берешь, заходишь на сайт или в приложение, если оно кривое, косое, некрасивое, тебе не важно, будет оно работать, глючит оно, не глючит, там кнопка сработала, пришел тебе там какой-то callback или еще что-то, тебе все равно. Ты видишь, что оно тебе визуально не нравится, и ты ушел. Мгм. Дизайнеры, когда они подключаются к разработке продукта, в какой момент, и как они коммуницируют с разработчиками, есть ли особенности этой коммуникации? Ну, вообще-то дизайнеры это, собственно, авангард. То есть те, которые идут в самом начале, то, о чем я тебе говорил, что встречают по одежке. Мгм. И клиент соглашается на разработку того или иного продукта, увидев, собственно, картинку. Мы показываем ему картинку, как это будет выглядеть. И он говорит: о, хочу, мне устраивает. Давайте считайте, сколько это стоит, и будем делать. И тогда подключаются менеджеры, программисты, тестировщики. Мгм. Но дизайнеры, по сути, в самом начале делают предположения и предложения, как это может выглядеть. А потом, когда нарисовалась классная картинка, тут, конечно, нужно, чтобы зашел по-правильному UX-специалист и уже сделал все по уму, сказал, как дизайнеру нарисовать. Ну или там, если супер-пупер там дизайнер какой-нибудь с UX-составляющей, то он может это сделать сам. Вот. И обязательно, ну, у нас есть такая практика, что дизайнеры должны взаимодействовать и с верстальщиками, и с программистами для того, чтобы не загнать самих себя в такую ситуацию, когда невозможно сделать то, что нарисовали. Мгм. Мгм. Прям ты придумал, что-то нарисовал, а программист говорит: я не могу это сделать, это прям очень сложно. Ну или не может, или не хочет. Но бывает сложно, или это очень дорогостоящая разработка будет. Поэтому это взаимодействие обязательно, это раз. Мгм. Второе взаимодействие – это авторский надзор, так называемый. Что это такое? Ну, допустим, вот ты делаешь ремонт дома, у тебя есть проект твоего ремонта в доме, ты отдал это строителям, и они пошли строить. Вот они построили, и там начинается подоконник выпирает или не выпирает. Мгм. И им все равно на самом деле. Для них факт наличия подоконника – это уже успех. И они не знают, как он должен правильно стоять, насколько он должен отставать от стены и так далее. А тот человек, который проектировал это и рисовал, он в состоянии оценить, правильно сделано или нет, и может дать рекомендацию. Тут поправьте, тут сделано не по проекту, не по эскизу. То же самое и в разработке. Программисты не всегда видят даже очевидные отличия между макетами и результатом, к сожалению. Мгм. И поэтому авторский надзор со стороны дизайнеров, он очень нужен. Он помогает клиенту получить в результате тот продукт, который ему продали на картинке. Потому что когда нарисовали одно, показали красоту, а собрали вот так, ну, Да. клиент будет недоволен. То есть, и чтобы клиент был доволен, надо делать авторский надзор. Окей, вот ты сказал, что авангард, дизайн это авангард всего нашего проекта. Ну, перед ними все-таки составляются какие-то требования, правильно, к проекту? Или нет? Или они сразу Нет, фантазируют? нет, никто не фантазирует. Окей, вот есть требования, но вряд ли прям требованиями, или прям требования описывают до пикселя, как должно выглядеть все. Нет, конечно же, никто этого так не делает, никто не описывает. Ну, то есть все-таки творчество и фантазия у дизайнеров, наверное, побольше, чем у обычных разработчиков. Да, но это не творчество. И это не фантазия. Ты встречаешься с клиентом и вытаскиваешь из него информацию, как он видит, как он хочет, поправляешь его, если ты очевидно понимаешь, что так лучше не делать, у тебя есть какой-то опыт, и приходите к какому-то решению, и потом ты как бы со слов клиента ты визуализируешь его идею. Вот так я бы сказал. Как бы вот этой вот золотой таблетки ее не существует, которую ты хоп, и ты дизайнер. Мне кажется, что самая великая сила – это самообразование. То есть, когда ты продолжаешь учиться всю свою жизнь и чему-то учишься.
Мне кажется, что современному нынешнему поколению очень сильно повезло, что есть отличная площадка YouTube. Там можно научиться, в принципе, всему. И готовить, и, не знаю, машинки собирать, разбирать, и делать дизайн в том числе. Да и программировать можно научиться на YouTube. Вот. Поэтому, я же говорю, можно ходить на курсы, можно самому учиться. Самое главное — это инвестировать в этот процесс время. Потому что если не инвестировать туда время, то сам по себе не научишься никак. По поводу инструментария, ну, сейчас классно и появились бесплатные инструменты кроссплатформенные, которые могут работать и на Винде, и на Маке. Раньше это было сложно. Раньше все профессиональные дизайн-инструменты были на Маке. Сейчас появились и на Винде, то есть и можно ими пользоваться. А Photoshop наконец-то стал более-менее адекватный в цене, его можно купить. Если ты студент, ты можешь купить этот софт с очень хорошей скидкой, со студенческой скидкой и работать в нем, учиться, как это работает. То есть сейчас все очень просто. А может, у тебя есть какие-нибудь примеры программ, с которых стоит начать или, в принципе, которые хорошие для дизайна? Ну, для дизайна это Figma и Sketch. Ну, Sketch платный под Mac, а Figma кроссплатформенная, бесплатная. Кто-то говорит даже, что она лучше. Я думаю, что это основная программа для работы. Но опять же, мы говорим о UI-дизайнере. Дизайнер, который рисует интерфейсы систем, ну, веб-сайты, возможно, каким-то образом. То есть, но это не те, которые ребята, дизайнеры рисуют плакаты, постеры, иллюстрации. Там есть специализированный софт, ну, который можно пробовать осваивать. То есть есть куча разного софта. Ну, например, если человек рисует от руки и хочет это делать, рисовать на планшете, то прекрасная альтернатива сейчас купить iPad с этим пенсилом и рисовать. Прекрасно. А Sigma оказывает достаточно широкий спектр именно дизайн-услуг. Потому что отчасти, наверное, от того, что одни из наших клиентов это стартаперы, и они приходят, им важно получить все. И мы стараемся под ключ им прям помогать. То есть не только написать код, но и разработать и логотип, и сделать приложение, и лендинг для этого сделать, и видеоролик для этого снять. То есть очень много творческой, да, как ты говоришь, составляющей. Да. Но и поэтому у нас есть граф-дизайнеры. Это люди, которые рисуют ну, какие-то графические постеры, рекламные материалы, умеют оформить там книжку, брошюру, буклет. Есть иллюстраторы, которые рисуют иллюстрации для тех же рекламных материалов, иллюстрации на сайт. Есть интерфейсы игр. Есть дизайнер, ну, собственно, просто графический общий дизайнер. То есть веб-дизайнер, есть 3D-дизайнер, тот, который занимается разработкой 3D ну, и персонажей, и объектов. Вот. Есть UX-специалист. Вот. И, ну, наверное, все. Есть ли какие-то такие прям необходимые скиллы, навыки, чтобы в дизайне не плавать и быть вот, актуальным? Ну, мне кажется, что есть. Я бы, наверное, назвал основы типографики. То есть очень много в дизайне зависит от типографики, от текстов, которые мы передаем. То есть ну, то есть, либо у тебя есть хороший арт, и ты можешь нарисовать и передать эту информацию другому человеку, либо правильно расставить шрифты, поставить, подобрать, чтобы человек понял, что это заголовок, это подзаголовок, это текст, и он там не сходил с ума от взаимодействия с этим дизайном. Вот. Я также верю в теорию контрастов, которую тоже хорошо знать, потому что весь дизайн строится на
контрасте одного элемента относительно другого. И, ну, наверное, то, что называется эмпатия. То есть, когда ты, опять же, как дизайнер, ты не творишь для себя, ты пытаешься помочь другому человеку сделать какой-то продукт удобным, полезным, чтобы он работал. То есть вот этот скилл, его надо качать. Человек делает для себя какой-нибудь проект PET, ну, для себя, для своего портфолио и так далее. Какие бы ты ему рекомендации дал, чтобы сделать нормальный, вменяемый дизайн? Ну, пусть это будет веб-сайт какой-то. Ну, вот, если можешь, так, это прям очень общий вопрос. Если можешь, какие-нибудь рекомендации этому человеку. Например, я хочу разработать хороший в 2021 году сайт. Что мне нужно, чтобы сделать крутой дизайн? Ну, смотри, у дизайнеров есть такой термин, называется насмотренность. То есть ты должен посмотреть, изучить, что есть на рынке, что есть востребованным, а-ля модным, что популярное, что людям нравится, чем они пользуются, чем они восхищаются. Надо выбрать вот эти элементы, надо на них насмотреться и понять, что неплохо бы что-то подобное сделать и себе. Начинающему дизайнеру я бы рекомендовал просто копировать и перерисовывать, как бы это банально ни звучало. Потому что мне кажется, что еще время творить не пришло. Знаешь, как вот очень похожий подход с художниками. Как делают художников, знаешь? Нет. Их отдают в школу, ставят перед ними цилиндр и шар. И просят это рисовать 6 лет, каждый день. Потом они начинают перерисовывать чьи-то картины, тоже там лет 5. После этого говорят: все, вы художники, идите творите. И они начинают рисовать, они уже умеют что-то делать. Когда ты совсем молодой и начинающий, еще ничего не умеешь, то тебе хорошо копировать. И здесь нет ничего зазорного. Но копировать желательно, вот если ты уже начинаешь думать и стараться быть настоящим дизайнером, то ты копируешь не все подряд, а отсюда я возьму вот это, отсюда вот это, отсюда вот это, сложу и получу свой продукт какой-то, ну, свое какое-то решение. И ну, вот тогда получится хорошо. То есть надо насмотреться, ну и начинать копировать. Представим, что я закончил универ по специальности, близкой к графике, ну или прямо связанной с разработкой дизайнов, или закончил какие-то курсы. Что мне делать? Вот мне нравится рисовать, я умею вроде рисовать, разрабатывать какие-то дизайники. Куда мне идти? Куда подаваться? Ну, у выпускников медучреждений есть такие ребята-интерны, которые мне дают лечить людей, потому что они их могут залечить до смерти. Есть опасность. То же самое в дизайне, ты можешь что-то такого сделать. На самом деле самое важное — это потратить деньги клиента, его время, а не дать хорошего результата. Это самое страшное, что может быть. И в этой ситуации, да, абсолютно тяжело сразу куда-то пойти работать. У тебя нет опыта, и никто тебя не возьмет. Мы у себя в Sigma придумали такую же систему под названием интернатура. И мы отбираем там, не знаю, по 10 перспективных, талантливых ребят, которые еще ничего не умеют, но у которых горят глаза и хотя бы что-то они хотят делать. И мы их приглашаем к себе на интернатуру и ведем такую интернатуру. То есть мы там и учим ребят, и подкидываем им реально боевые задачи, чтобы они могли на них попробовать что-то научиться сделать. Как правило, работы, которые выполнены интернами, не идут клиенту. Ну, в силу того, что они объективно слабы еще. Но ребята начинают видеть, что хорошо, что плохо, и пытаются сделать хорошо. Это один из вариантов, куда можно и как можно. Я бы следующее, что рекомендовал, это сразу же ворваться во фриланс. Вот прям моментально. И начинать, не знаю, попробовать даже бесплатно сделать кому-то какие-то
заказы для того, чтобы попробовать пообщаться с клиентом, понять, что такое критика, понять, что такое обратная связь, понять, что такое коммуникация с клиентом, поставить себя на место исполнителя и так далее. То есть это очень важный момент, потому что не понимая вот этих бизнес-отношений, очень сложно выполнять свою работу хорошо. И продолжать учиться, что самое интересное. Знаешь, когда заканчиваешь университет, есть классное такое ощущение, что не надо сдавать зачеты и экзамены. Прям здорово и легко. Но когда начинаешь работать, возникает новая штука. Появляется ответственность за те действия, которые ты делаешь, за ту работу, которую ты выполняешь, насколько ты ее качественно выполняешь. И эта ответственность потом, собственно, ложится и на тебя в том числе. Вот, поэтому мой опыт был такой, что я приходил в офис утром и уходил в 12 в час ночи, пока не добьюсь нужного мне результата. То есть рабочий день, конец рабочего дня наступал не по часам, а по достижении положительного результата. И, наверное, вот такая самоотдача и, собственно, инвестиция своего времени, своего личного времени в то, что ты делаешь, вот она дает плоды, и она может дать плоды. Поэтому, когда ты закончил учиться или закончил какие-то профильные курсы, говорить о том, что все, ребята, я готов стать дизайнером, ну, это не так. То есть надо объективно, да, надо начинать что-то делать, но продолжать учиться. Учиться, найти классный канал на YouTube, там смотреть что-то. Если есть деньги, пойти на какие-то курсы. Хорошее есть сейчас, опять же, направление, можно договориться, найти себе ментора, опытного человека, который тебя будет учить. Даже не учить, а больше консультировать тебя, говорить, вот это плохо, здесь нехорошо, здесь ты сделал криво, посмотри, вот тут сделано классно. То есть направлять как-то тебя. Артем, большое тебе спасибо, что пришел. Было очень приятно послушать тебя, как дизайнера, как человек, который в этом всем варится, рассказать, услышать твою историю. Ну и напоследок скажи парочку рекомендаций начинающим дизайнерам, просто от себя что-нибудь пожелаем. Ой, ребят, ну вроде как все плюс-минус проговорили. Ничего другого не пожелаю вам, как будьте усердны, учитесь, добивайтесь хороших результатов, делайте то, что вам нравится, не опускайте руки, когда не получается. Утро вечером мудренее. Макет, который не получается с вечера, утром зайдет обязательно, и вы поймете, как сделать лучше. Верьте в себя, все получится. Спасибо, ребятушки, что смотрели наш сегодняшний выпуск. Надеемся, что каждый раз для вас IT-сфера становится все понятнее и понятнее. А на этом все. До встречи в следующем выпуске. Всем пока.